Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня с вами Елена и Олег на канале «Найди свой рецепт». И мы сегодня сделаем небольшую презентацию нашего канала. Каналу нашему скоро исполнится 2 года. Мы хотим, чтобы он у нас развивался, шел вперед и рос вместе с нами, становился более интересным и более расширенным. На нашем канале мы хотим вам рассказать рецепты новые не только о питании, но и рецепты о здоровом образе жизни. Вот сегодня непосредственно такой рецепт. Сегодня мы вам расскажем замечательное средство от кашля. Если у вас кашель длительное время, он не проходит, сегодня как раз именно тот рецепт, который вам поможет сразу же. И Олег, он замечательный семьянин, у него 3 ребятишек, он подробно расскажет как раз про этот рецепт. Спасибо большое, Елена. Я согласен полностью с Еленой, что народная медицина это все-таки лучше, чем разные антибиотики, таблетки. У меня действительно 3 ребятишек, и мы стараемся не прибегать к таблеткам вообще, потому что мы с вами знаем, это не секрет, да, что антибиотики одно лечат, другое калечат. И этот рецепт, который мы сегодня расскажем, я действительно давно им пользуюсь, и вся семья моя пользуется по моему научению, да. Это очень эффективный рецепт, и то есть он состоит из шишек кедровых, это нам потребуется вода, молоко и кастрюля. И сейчас мы расскажем, как его хорошо можно приготовить. Да, мы взяли такую небольшую кастрюльку и шишки. И да, я понимаю, что не везде можно найти кедровые шишки, но где есть, или если вы страдаете такими шишками, если вы страдаете кашлем, то при желании можно найти такие ароматные чудесные кедровые шишки. Лечебное действие у этих шишек заключается в том, что они содержат смолы и эфирные масла, которые способны сразу же очистить бронхи, ну и даже в принципе легкие от мокроты, от кашля, от этого злостного. Мы кладем просто в кастрюльку шишку и добавляем туда такой рецепт, пропорция половину стакана воды и 1 стакан молока. Добавляем все в холодном состоянии. Друзья, очень важный момент, обращаю ваше внимание, что все это должно вариться и томиться под крышкой. То есть важно, чтобы было накрыто крышкой, потому что все смолы, все это полезные вещества, важно, чтобы они не испарились. Это чтобы они сохранились, важно варить под крышкой. Да, ставим на плиту на самый-самый низкий огонь и будем томить нашу шишку примерно минут 20. Пока наша шишка томится, мы продолжим с вами презентацию нашего канала. Олег возглавляет Центр семейных отношений. Сейчас очень важно семейные отношения, построить их, сохранить. Так ведь, Олег? Да, абсолютно согласен с Еленой. Ведь почему, друзья, у нас канал называется «Найди свой рецепт». Прежде всего, предполагалось, что каждый слушатель, каждый подписчик сможет найти не только полезный рецепт, как приготовить, покушать, да, но и любой полезный рецепт для жизни. Ведь у нас в жизни, помимо еды, очень много других сфер. Есть сфера взаимоотношений, да, личных, есть сфера бизнеса и реализации, есть сфера личностного роста. И по каждому этому пункту у меня есть свой личный опыт, есть компетенции, и мы с Еленой будем делиться своими компетенциями, давать полезные советы. Очень важно, да, чтобы мы были здоровы не только физически, также наши дети, но и были здоровы психологически и нравственно, потому что дети очень хорошо как губка впитывают, да. Очень важно, чтобы мы давали хороший пример нашим детям, чтобы потом в процессе они имели свои счастливые долгосрочные браки. Я как женщина считаю, что изначально моя интуиция мне говорит о том, что в каждом рецепте, в каждом шаге, в каждом слове у нас должна присутствовать любовь. Любовь должна быть везде. Это не только поцелуи, это прежде всего любовь должна быть к себе. Как мы приготовим покушать, конечно, мы это сами скушаем, но и то, что мы приготовим, будут кушать наши родные и близкие. Да, я согласен полностью с Еленой, почему мои, также Еленины рецепты хвалят, да, почему я люблю кушать то, что готовит Елена, потому что действительно мы вкладываем в душу в каждый рецепт, и важно очень все делать с любовью. И любовь понимать не примитивно, что это просто какие-то эмоциональные привязанности, а любовь это прежде всего ответственность, это решение быть с человеком до конца, и когда трудно, и когда не просто все хорошо, да, а когда трудно.
Потому что прежде всего многие расходятся именно когда трудности начинаются, а трудности надо проходить вместе. Я считаю, презентация нашего канала прошла отлично. И, Олег, вот у тебя есть замечательная песня, которая, ну, я считаю ее девизом своей жизни, которая очень хорошо, ты ее поешь, и я бы хотела, чтобы ты ее исполнил. Я не стал бы про себя говорить хорошо, нехорошо пою. И спасибо большое, Лена, за комплимент. Ну, пускай зритель оценит, да, пускай слушатель оценит. Я самоучка, друзья, поэтому не судите строго. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно предание без конца, как поцелуй, и все тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь навсегда, но видит Бог, надеюсь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь, и дам я клятву вновь. Вечная любовь вся выпита до дна, и путь один сквозь отведет она, минуя мрак и туман, туман, обман. Замечательная песня, чудесная. Кто захочет ее прослушать полностью, можете, пожалуйста, посмотреть ссылочкой ниже. Ну а наш рецепт готов, мы с вами оздоравливаемся. Прекрасная шишечка наша готова. Я сейчас ее буду выкладывать. Вот крышка достаточно горячая. Так, мы выкладываем шишку. Вот такое молоко у нас. Цвет приобрело такой загорелый, немножечко коричневый. Я ее выкладываю в тарелочку. А мы с Олегом сейчас будем пробовать молочко и оздоравливаться. Да, друзья, Сибирь это дело такое, поэтому надо всегда быть в форме. Да, не только Сибирь. Мне кажется, сейчас многие очень часто болеют простудными заболеваниями. За здоровье, за развитие нашего канала. Всем здоровья и любви. До новых встреч. Спасибо, друзья. До встречи. Не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам.